Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как приготовить обалденно вкусный киви-кекс. Концентрация витамина С и антиоксидантов в этом кексе просто зашкаливает. К тому же он получается невероятно нежным и ароматным. Первым делом нужно очистить киви. Делайте это удобным для вас способом. Я использую вот такую чистилку для овощей и фруктов, но можно справиться обычным ножом. Теперь киви необходимо нарезать. Сначала разрежьте его пополам и с каждой половинки удалите верхнюю твердую часть, которая есть в этом фрукте. Она ни в коем случае не должна попасть в кекс, потому что может полностью испортить впечатление от выпечки. Теперь режу каждую половинку вдоль и еще раз пополам. И потом нарезаю на небольшие кубики, примерно 1,5 сантиметра. Нужно нарезать киви не слишком крупно и не слишком мелко. Для того, чтобы киви раскрыл свой весь вкусовой потенциал, его нужно термообработать. Отправляю к киви остальные ингредиенты. Это сахар, мед, лимонный сок и немного соли. Обязательно обратите внимание на то, что посуда, в которой вы готовите киви, должна быть не железная. Все ингредиенты перемешайте и доведите до кипения на среднем огне. В процессе постоянно помешивайте. После закипания проварите еще киви около 2-3 минут. Постоянно перемешивайте силиконовой лопаткой, чтобы ничего не подгорало. Когда масса чуток подостыла, отделяю необходимое количество киви для кекса. Главное, без жидкости. Использую для этого обычное сито и кухонные весы. Все ингредиенты для этого кекса вы найдете в описании под этим видео. Остальное варенье переливаю в банку и буду хранить в холодильнике. Его можно добавлять в йогурт, в овсянку, манную кашу или к чему вы захотите. А теперь подготавливаю другие ингредиенты для кекса. Сейчас необходимо просеять муку с разрыхлителем. После пшеничной муки сразу просеиваю миндальную, хотя это можно сделать все одновременно. Размягченное сливочное масло комнатной температуры отправляю в миску, добавляю сахар и буду сейчас взбивать до посветления и пышности массы. Я взбиваю где-то около 3-5 минут, сначала на низкой, а потом на высокой скорости. А теперь к маслу нужно будет добавлять яйца, но сперва необходимо их объединить с помощью венчика. Добавляю яйца к маслу в несколько этапов и хорошенечко взбиваю после каждого добавления. Если добавить все яйца сразу, то масса обязательно расслоится. Этого лучше не допускать. После объединения масла с яйцами необходимо добавить муку и перемешать все аккуратно силиконовой лопаткой. Потом добавить наш экзотический фрукт и снова хорошо аккуратно перемешать. Теперь перекладываю тесто в форму, предварительно застеленную пергаментной бумагой, и аккуратно распределяю по всей форме. И уже сверху на тесто выкладываю дольки киви. Отправляю кекс в духовку разогретую до 160 градусов на 45-50 минут. После духовки обязательно нужно дать кексу охладиться в форме, а потом на решетке. Когда кекс охладился, готовлю нейтральный гель для покрытия. Это, конечно, по желанию, но мне кажется, что с глянцевым покрытием кекс будет выглядеть аппетитнее. Готовится этот гель очень просто. Сотейник с толстым дном отправляю агар-агар, заливаю его водой и довожу смесь до кипения. Обычно я покупаю такой гель в кондитерских магазинах, но его можно приготовить и дома. После того, как смесь закипит, нужно кипятить ее еще несколько минут. Потом добавить сахар и сразу начать мешать, чтобы ничего не пригорело. Довести до кипения и кипятить после этого примерно 5 минут. Следить за тем, чтобы сироп не темнел. Если он темнеет, уменьшить температуру. И перемешиваем постоянно в процессе варки. Через 5 минут плиту выключаю, после чего добавляю лимонную кислоту и хорошенько перемешиваю.
Сейчас гель на глазах стабилизируется, потому что постепенно охлаждается. Я отливаю немножко геля в отдельную емкость, чтобы покрывать кекс, а остатки отправляю в небольшую баночку. У меня здесь осталось совсем немного геля, и при необходимости я просто подогрею его на водяной бане и буду его использовать, когда он станет необходимой консистенции. Если при нанесении геля на кекс вы увидите, что он стал неудобен в использовании, потому что быстро загустел, просто прогрейте его в микроволновке или на водяной бане, чтобы он стал более текучего состояния, и потом смело продолжайте нанесение его поверх кекса. Этот кекс нужно один раз попробовать, чтобы понять, почему не стоит класть в выпечку такой фрукт, как киви, просто в свежем виде. Надеюсь, вам понравился этот рецепт и вы сохраните его в закладке. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. И, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Скоро услышимся. Всем пока-пока!